Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Xiaomi Poco M6 Pro. Чем он хорош? Все очень просто. Первое, больше 1000 люксов яркость экрана, это значит, что на солнце он будет у вас отрабатывать прям вау. А для бюджетника это очень большая редкость. Сканер отпечатков пальцев у нас не в кнопке теперь, а уже в экране. И он отрабатывает отлично. Прямые грани, практически полностью отсутствует подбородок. Если говорить про, допустим, то, как он выглядит, ладно, здесь у нас пластиковая рамка, разумеется. С одной стороны. С другой стороны, вы будете все равно это дело носить в чехле. А вот фронталка сама по себе довольно маленькая по размеру, притом довольно неплохая теперь. То есть здесь у нас она 1080p 60 fps снимает видео. И я повторяюсь, снимает она его хорошо. Если говорить про какие-то другие особенности, помимо того, что здесь у нас есть инфракрасный порт, они еще и добавили мини-джек. Разумеется, здесь есть стерео. И по большому счету, когда я еще докидываю, что еще здесь карту памяти можно запихать, вообще вау. С одной стороны вы скажете, но это версия не 5G, с другой стороны, а как много у нас в России людей пользуются 5G, правильно? Нам как раз 5G не надо, и там процессор другой. В целом, распродажа уже прошла, на них еще распродаж будет много, я уверен, и по этой причине тоже вы смотрите на него обзоры. На стриме, на Польза.нет стримы, я уже его гонял, одновременно прожаривая устройство. Что это значит? Я проводил тесты, играл в него, рассказывал, как работает тач. Кому интересны пруфы этого обзора, смотрите по ссылке в описании. Все сейчас подробно вам расскажу. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в желтой коробке с названием модели и краткими характеристиками. В коробке у нас краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного гибридного слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Что странно, так как, учитывая габариты, можно было бы и полноценный слот на 2 симки и карту памяти установить. Далее есть обыкновенный силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, притом довольно хорошего качества. Кабель с зарядки с USB-A на Type-C и блок питания на 67 Вт, за что отдельный плюс. Весит смартфон 181 грамм, а его габариты составляют 162 на 75 на 11,8 мм с блоком камер. Летим дальше. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться с колоколом. Перейдем же к смартфону. Xiaomi Poco M6 Pro можно приобрести в черной, синей и фиолетовой расцветки. Дизайн смартфона по сравнению с дизайном M5 куда интереснее и дороже. Тыльная часть выполнена из пластика с глянцевым покрытием, рамка также пластмассовая. Собран смартфон хорошо, материалы тактильно приятные, от меня плюс за небольшой вырез под фронтальную камеру. Отсутствие большого подбородка, прямые грани и защиту по стандарту IP54. Разумеется, топить его нельзя, но дождик на него никак не повлияет. Во всяком случае, не должен. Проверять я это не буду. Лежит смартфон в руке удобно. Пользоваться одной рукой в целом можно, но смартфон не маленький, большинству он покажется широким. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, притом у них нет люфта вообще практически никакого, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Звучание здесь стерео, что тоже огромный плюс, но, разумеется, с перекосом. Притом у кого-то перекос на нижний динамик, у кого-то на верхний. У меня конкретно перекос на нижний динамик. Но в комментариях под своим стримом, на котором я гонял этот смартфон, я уже нашел человека, у которого перекос на верхний. Есть сертификация Dolby Atmos, Hi-Res Audio, качество звука довольно хорошее за эти деньги, но, разумеется, плоско. Удобно, что для проводных наушников есть разъем на 3,5 мм, а для управления бытовой техникой не забыли и установили и ИК-порт. Линейный вибродвигатель по оси Z слабенький, что неудивительно, но, как по мне, могли бы сделать его слегка качественнее. С другой стороны, что хотеть еще за эти деньги? Ультрабюджетным он не ощущается. Смартфон Poco M6 Pro оснащен Flow AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. И это прям вау, потому что плотность пикселей здесь 394 ppi, контрастность 5 миллионов к 1, а цветовой охват 100% DCI-P3. Наконец-то мы дожили до того момента, когда в бюджетнике такие экраны ставят. Экран плоский, защищен он стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии, и максимальная яркость у него 1000 нит, а пиковая 1300 нит. По моим замерам он выдает в обычном сценарии использования 800
814 люксов, а в пике 1300 люксов мне выдавал. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает великолепно, и на солнце он может долго держать яркость, в отличие от некоторых Poco X6 Pro. Я не знаю, либо мне реально не повезло с девайсом, потому что и X6, и M6 Pro все с этим делом отлично. Частота обновления экрана 120 Гц, тач на 2160 Гц. В тесте на частоту дискретизации касания экран показал неплохой результат, но и не лучший. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний у нас. Показатели шима, к сожалению, иногда поднимаются почти до 20%, что в целом неплохой результат, но и хорошим его не назвать. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно, но не шустро. Где-то полсекунды-секунду нужно ждать. Хотя иногда он отрабатывает молниеносно. При этом можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. Распознавание лица срабатывает неплохо, даже под углами, и зарегистрировать можно до 2 лиц. К слову, ничем у меня не отливает экран. Ни желтым, ни синим, ни зеленым. По отзывам уже у кого каких только экранов не было. С какими только цветами. Процессор в Poco M6 Pro установлен Mediatek Helio G99 Ultra. Техпроцесс 6 нанометров, 8 ядер и максимальная частота 2,2 ГГц. Графический процессор ARM Mali G57MC2, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. Разумеется, придут еще обновы. Оперативная память LPDDR4X на выбор 8 или 12 гигабайт и внутренняя память UFS 2.2 на 256 или 512 гигабайт. Но помним, что да, карту памяти еще запихать можно. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей ниже. Разумеется, все бенды на борту, и 7, и 3, и 20 для 4G. Отмечу, что кто не в курсе, существует еще версия с поддержкой 5G. И версия 5G работает на процессоре уже Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Но это другая история. Я тестирую тот, который на Helio. Связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения отрабатывает в горизонтальном положении по мне плохо. И получается у нас, что лучше всех отрабатывал у меня только Poco X6. X6 Pro и M6 Pro датчики никак не отрабатывали. Если хотите заморачиваться, их калибровать можно. Bluetooth версии 5.2, аудиокодеков на борту, как всегда, достаточно. NFC-модуль в наличии. На данный момент можно устанавливать спокойно MirPay и оплачивать покупки NFC-модулем. GPS-тест показывает точность в 1 метр, но на смартфонах от процессора Qualcomm, как мне тысячный раз потом еще напишут в комментариях, что с чего я это взял, навигация работает по мне лучше. Опять же, в одной ценовой категории, друзья. Не сравниваю смартфоны на Qualcomm за там 4000 рублей со смартфоном за 15 тысяч. Хорошо? Емкость аккумулятора 5000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. И здесь у меня магия электронов. Я не знаю почему, но даже за 26 минут он заряжается только на 30%, за 54 на 55%, и за час 40 он у меня заряжался на 100. У кого-то получается зарядить его за час на 100%, у меня нет. В PC-марке смартфон выдал 8 часов 51 минуту на максимальной герцовке экрана и максимальной яркости, и это очень даже хорошо. А Work Performance 10 тысяч. Понятно, что супер скромно, но все равно тоже неплохо. За 1 час просмотра видео на YouTube у меня уходит 4% заряда. За 1 час игры в PUBG New State, разумеется, без 90 FPS, можете на стриме посмотреть, как он отрабатывал, поедает примерно 18-20%. В Genshin Impact на минимальных настройках графики без проблем можно поиграть около 10 минут, после чего FPS сильно проседает, все начинает безумно лагать, и я не знаю, кто сможет играть на нем в Genshin, но я играть на нем дольше 10 минут не советую. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит смартфон стабильно, но с минимальными значениями. 189 гипсов минимально, 204 гипса максимально и в среднем 200 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбивает в Geekbench, 3D-марке и всем остальном вы видите на экране. Особо внимание ваше обращу на то, что слингшот у нас и слингшот Extreme не на максимум, и то, что в Antutu он выбивает довольно скромные 429 тысяч попугаев, и этого мало. Почему мало? Потому что все-таки сейчас для комфортной работы системы необходимо как минимум 500 тысяч. Не было, нужно уже 500. Стресс-тест прошел он нерадужно, и результаты вы видите также на экране. И Storage-тест у него неплохой достаточно результат для смартфона за эту стоимость 42 тысячи в Antutu. Тоже хорошо. Переходим к самому неинтересному. В Poco M6 Pro у нас LED-вспышка, основной сенсор на 64 мегапикселя с апертурой 1.8, оптическая стабилизация и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps. Далее сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора 118 градусов и апертурой 2.2+, плюс есть еще 2-мегапиксельный макросенсор с апертурой 2.4, фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с апертурой 2.4 и максимально доступным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps. Фронталка здесь, кстати, довольно достойна, и размер у нее маленький, в отличие от тех же смартфонов от iQOO. Я не знаю, зачем они такие дырки там делают. 1080p 30 fps, предметная съемка и ночная. Смотрите, вроде бы дешевый смартфон, но что-то пытается.
Правда, конечно, уровень совсем уж печальный. Ну а что делать? Что с фокусом? Автофокус работает. Пусть медленно и мучительно, но работает. А это уже 1080p 60 FPS. С ним что-то страшное случилось. Такое ощущение, что черно-белый режим. Но, опять же, как снимает, так снимает. Ультраширик 1080p 30 FPS. Съемка с одной руки, ночь. Фонарики. И сейчас, кстати, мы проверим. По-моему, он не переходит с ультраширика на основной модуль. Да, он не переходит с ультраширика на основной модуль. И фронталка 1080p 30 FPS. Насколько хорошо или плохо решать вам. По мне, снимает он довольно неплохо. Опять же, все относительно. 1080p 60 FPS и немного фотблогинга. На 5 смартфонов уже снимал это. 1080p 60 FPS. Вот такая дискотека происходит со смартфоном. Понятия не имею почему. Но вот так. 1080p 30 FPS, лифт и дискотека меньше. Но все равно как-то лютейше тормозит. Фронталка. А вот с фронталкой уже все норм. 1080p 30. 1080p 60 FPS. Съемка с одной руки. И вот так вы сможете снимать на этот смартфон в движении. Я не знаю, почему такая дерганая картинка. И что там не прогрузилось у него. Но вот так. У меня ощущение, что здесь FPS 3. Но вы можете видеть и что-то другое. Вот сейчас чуть-чуть меньше сходит с ума. Но все равно сходит с ума камера. Чтобы вы понимали, я его перезагрузил. Этот смарт попытался посмотреть, что там еще обновить. Ничего не обновить нельзя. После этого запустил камеру. И хочу вам отметить, что вообще, во-первых, почему-то он обычно торгуется за 15, вот сейчас на распродаже, но сейчас купон не работает. И 15 тысяч рублей, если что, это $150. Если что, даже по курсу 75, раньше это было 10 тысяч рублей. То есть понятно, что вы ожидаете чего-то большего от 10 тысяч рублей, но мы же помним, что это техника. И рисует он. Вот сейчас лучше, все равно сейчас лучше. Но вы помните, да, что это будет рандом, как он будет снимать. Главное, снимает, как говорится. И еще раз фронталка, может быть, он будет меньше тормозить, на что я очень сильно рассчитываю. Опять же, я не жду от него никаких камер. Но снова вы должны видеть, как он может снимать. Потому что для кого-то даже это может быть важно. А в эти деньги можно купить камеру лучше у третьего эшелона. Но это факт. Ну все, вроде камера разглючилась. Видите, при нормальном освещении, в принципе, можно неплохо снимать. Не скажу, что прям вау, но съемка вполне потребна. И 1080p 60 FPS с хорошим освещением. Картинка такая, ничего. Если освещение похуже, картинка все еще, кстати, ничего. Такая вот печаль. Куда ни плюнь, везде ничего. Опять же, все относительно. Потому что и опасненькая, лучше так не. 1080p 60 FPS, съемка в ТЦ. И вот так сможете снимать на это дело в торговом центре с одной руки. 1080p 60 FPS и очередной фудблогинг, как говорится. Попытка его. Noodles. Неплохо снимает. Опять же, мне так кажется на моем экране. Напишите, может быть, у вас другое мнение. Вполне возможно. И еще ультраширика на 1080p 30 FPS вам докину. Как мне говорят, уже даже непривычно, когда примеров видео меньше часа. Я как раз стараюсь сейчас покороче их снимать, но чтобы побольше было локаций. Я думаю, что это будет кому-то
Точно полезно. Если вы это смотрите, значит это вам полезно. Тем более дождь здесь редко увидишь. И фронталка 1080p 60 fps, съемка с одной руки. Вот так примерно вы сможете снимать себя без особо большого освещения. Не забываем, что фотографии, разумеется, максимально посредственные. Если вы хотите оценивать бюджетник, никогда не смотрите анализ фотографий на YouTube. Скачивайте исходники и смотрите. Почему? Потому что на YouTube вам вот в маленьком экране на смартфоне, может быть, кому-то там покажется, что фотографии нормальные, хорошие, жить можно. Я вам скажу так, что в правильных руках, при правильной постановке кадра, конечно, он фотографирует неплохо. Но говорить, что фотографии достойные, у меня язык не повернется, учитывая, что могут делать сейчас телефоны по фото в 2024 году. С другой стороны, в этом бюджете великолепное фото. Понятно, что он дешевле, чем Redmi, и сенсор попроще, но по мне он справляется. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В телеге скидок, обратите внимание, он стоил где-то 15 тысяч рублей. Ну вот сейчас он будет также стоить в следующую распродажу. Напоминаю, что уже с 1 февраля на Алиэкспрессе опять начнется сейл, хотя в Китае будет Новый год. Не забудьте подписаться на канал для стримов, где мы делаем прожарки. Этот смартфон гонял для вас, и сегодня буду Oppo Find X7 Ultra там гонять. Резюмирую. В первую очередь спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Во вторую, я хочу начать вообще с чего? С датчика приближения. На стриме он у меня глючил, но вот сейчас смотрите, как он работает. Я заметил, что он начал работать намного лучше. Притом местами тоже рандомно. Я уже 3-й раз записываю, резюмирую. Датчик почему-то перестал работать. До этого момента, каждый раз, когда я говорил, что он работает плохо, он начинал работать хорошо. Вот сейчас, видите, все отрабатывает. Легкий рандом. По датчику приближения вполне возможно он вас будет только радовать. Хотя у меня он работает по-разному. Второй момент. По ценнику. В названии вы увидели 15 тысяч. Если сегодня он там 20 тысяч рублей, не пугайтесь. Распродажи на Алишке и на других платформах идут стабильно. В среднем это дело на распродаже будет стоить $150. И это хорошо. Почему? Потому что, несмотря на то, что у кого-то какие-то проблемы уже мы читали в отзывах тех, кто получил, со сборкой. У других проблемы с перекосом звука. У кого-то на верхний динамик, у меня на нижний динамик в плане стерео. У кого-то и у блогеров тоже какие-то цвета. У кого желтым отливает, у кого зеленым, у кого синим. У меня ничем не отливает, у меня нормальный экран, белый. Калибруется все. Если говорить про смартфон, то за эту стоимость, за $150, с этой яркостью, с этими характеристиками, это цвет, блеск, красота. Но вы должны запомнить, в Genshin вы комфортно не поиграете, запаса по мощности у него нет, и полностью он максимум из камеры не вытягивает точно, то есть камера здесь максимально бесконечно посредственная и может вас подставить. Я осознанно не добавляю никаких примеров в YouTube, потому что когда ты видишь фотографии в YouTube, тем более анализ, ты думаешь, они нормальные. Они ненормальные. Сходите в телегу, посмотрите по ссылке в описании исходники и поймете, что там проблемы. В видео вы и так видели проблемы, их достаточно, их может выползти еще больше. Чего хотеть от этого устройства? Почему такие вопросы? Почему я могу вспомнить, что шим почти 20%? Почему я доколупываюсь до датчика приближения? У меня вопросы к перекосу стерео. Все очень просто. У нас есть устройства и по $90. И они тоже работают, они тоже выполняют свою функцию. Здесь этот девайс своих денег однозначно стоит не 200, а $150. Он однозначно стоит, 200 не стоит. Потому что у него классный экран. Что бы я взял? Понятно, что я бы взял IPS Z8X с проблемами с бендами, еще чем-то, но это другая история, потому что я гик. Масс-маркет за 15, вау. Что бы я еще взял? Разумеется, я бы взял X6, докинул бы 4000 рублей, но это только звучит так, 15-19. Во-первых, за 19 ты уже X6 уже не купишь, только на следующем сейле, то, скорее всего, он будет 20, потому что модель реально удачная. И второй момент, между 15 и 20 все-таки разница в 33% по стоимости. И это эгегей сколько? Это реально много. Так что все, кто выбрал данный смартфон и приобрел его на распродаже, я вас поздравляю. По моему мнению, это удачная модель, которая стоит своих денег. Девайсу от меня однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом, приходите на стримы. Сегодня я буду жарить на стриме вот это волшебное устройство Oppo Find X7 Ultra.
И у меня к нему очень много вопросов. Я думаю, сейчас вы поймете, зачем приходить на мои стримы и смотреть мои обзоры. Кто понимает в циферках. Добра и удачи вам, дорогие друзья!